Салют, друзья! С вами We Project, главная медиа о людях в Центральной Азии. Меня зовут Оскар, и мы в Актау. Здесь дико страшно. Ни в коем случае не повторяйте данные трюки. Я вообще в восторге. День был очень насыщенный. Да подождите вы. Поделитесь вообще ваше мнение о развитии экологии и туризма в Казахстане. Кто-то украл наш спальник ночью. Посмотрите, какая красота. Прямо Марс. Это следы саблезубого тигра. Мы в палатке, это жесть. Грандиозная красота, это действительно очень красиво. Первый и последний день нашего путешествия мы проведем в Rixos Waterworld Актау. Прекрасный пятизвездочный отель, который был построен в 2020 году. Открывается невероятный вид на Каспийское море. Так что, если будете планировать путешествие, обязательно останавливайтесь здесь. Ну что ж, друзья, час настал, Эко-Юстюрт, экспедиция начинается. Первая наша остановка – это подземная мечеть Султан-Эпе, Жуголган и Шакпак-Ата. Поехали! Самый центр мыса Жуголган. Есть, кстати, два, так скажем, варианта создания этого места. Одни ученые считают, что все произошло в результате оползня, то есть природного катаклизма, там горная порода и все такое. Вторая группа считает то, что все это произошло в результате падения большого крупного метеорита еще в доисторические времена. Ну, смотрите, 140-180 миллионов лет назад был океан Тетис, то есть Мангыстауская область, она была вся под водой. Когда вода отступала, был ил. Соответственно, на этом иле остались следы животных. То есть вот двухпалая лошадь, след, и саблезубый тигр. Потом воздействие землетрясения, может, температурных каких-то моментов, то есть глина превратилась в камень, и вот эти следы остались до нашего времени. Да. А об истории создания этого места? Да, место называется Жуголган, да. То есть то ли пласты земли сместились, вызвало землетрясение, что земля так сошла в море, то ли упал метеорит, что вызвало землетрясение. Итак, друзья, здесь круто, и прогуливаясь среди каменного беспорядка мыса Жуголган, можно найти очень много интересного, что зацепит взгляд. Вот посмотрите, вот эта стена, здесь следы, настоящие следы копытного двухпалого, смотри, офигеть. И это следы саблезубого тигра, нам так сказали, и реально похоже. Очуметь, выглядит свежими. Друзья, холодает, но мы приехали в подземную мечеть Султан-Эпе. Это, безусловно, одно из самых загадочных и священных мест Мангыстау. Давайте зайдем внутрь. Михаил, расскажите про историю подземной мечети Султан-Эпе. Ну, Султан-Эпе был святым человеком, лечил людей, просвещал, да. То есть вот такая есть легенда, но я коротко так расскажу. Да. Как-то он пошел на море и увидел, тонет корабль. Он спас 4 моряков, которые были ему учениками и помогали ему во всем. То есть и вот как бы вот эта мечеть. Они воздвигли в его честь? Да, да, да. Ага, то есть он был покровителем моряков? Да, можно так сказать. Ну а в паре шагов от подземной мечети Султан-Эпе есть вот такой вот колодец, где можно набрать чистую воду. Вот я себе взял бутылочку. Говорят, вода очень полезная. Друзья, мы приехали в каньон Капамсай. Это один из самых наикрасивейших каньонов, меловых каньонов Мангыстау.
Так, ну, место называется Капам-Сай, потому что был такой Батыр Капам. Его здесь похоронили за нашей спиной на возвышенности. То есть, ну, он отличается чем? То есть, это природное явление, уходила вода и так все вымыло. И, ну, второй момент, здесь очень много камня, кремня. То есть, такой камень. То есть, раньше, 12 да, 14 век, люди делали наконечники стрел, то есть, ножи, то есть, он достаточно острый. То есть, ну, такое природное явление, которым пользовались люди, да. Итак, мы спустились внутрь каньона Капам-Сай. Стены, кстати, здесь достигают 70 метров в высоту, а вот там есть зеленый грот, оазис среди пустыни. Пойдем туда. Необычное зрелище. Вот это отверстие пробили дождевые воды. И в самые жаркие дни здесь всегда тенек, прохлада и растут деревья. На самом деле удивительное место. Прям оазис. С вами WeProject, у нас прямое включение с экспедиции Эко-Устюрт. У нас здесь достаточно таки важный для нас гость. Да подождите вы. Что вы думаете об экотуризме и вообще его развитии в Казахстане? Ну, поделитесь вообще ваше мнение об развитии экологии и туризма в Казахстане. Ну, мы пытались, видимо, комментарии они не дают. Довольно-таки несговорчивые собеседники. Ну что ж, друзья, мы приехали в следующее сакральное место. Это пещерная мечеть Шахбак-Ата. Названа она так в честь казахского целителя, старца. Давайте зайдем внутрь. Первый вопрос. Как получилась вот эта вот внешняя отделка и что за рисунки? Так, ну, внешняя отделка это природа. То есть это, возможно, было под водой, что такие рисунки организовать, либо дождь, и вода, ветер свое дело сделали, да, то есть это природа, морские, можно сказать, морские пейзажи. Если представить, что вот это место было под водой, прям не по себе становится, как мы сейчас тут стоим, Да. а оно раз и было под водой, да? Надо. А вот рисунки, они... Рисунки это тоже древняя, скажем так, рукопись, то есть рука. Это руку делали всегда над домом, это как рука, приносящая удачу в дом, то есть символ такой. Ну, кони, это куда без коня. Еда и транспорт. Да, еда и транспорт. Ну, вообще у Шакпак-Аты было 3 ученика, то есть там есть такие 4 колонны, она каждая по-своему индивидуально выполнена. То есть каждый из учеников сделал свою колонну. А наверху у нас есть такая отверстие, то есть Шакпак-Ата мог заниматься медитацией месяцами в мечети, то есть ему оттуда спускали воду, еду, то есть как бы он находился там долгое время. Очень разное впечатление, потому что места очень разные по духу, по сути, по наполнению. И каждый из них, конечно, уникальный, отличается своим как бы внутренним содержанием, ну и внешним тоже. Какие-то вот эти святые места, подземные мечети и природные достопримечательности невероятной красоты. Здесь нельзя сказать, что это понравилось больше или меньше. Я вообще в восторге. День был очень насыщенный, чрезвычайно. Много сил мы сегодня потратили. Я думаю, будем спать как сурки. Друзья, первый день нашей замечательной экспедиции Эко-Устюрт завершается в визит-центре Сартас. 5 августа он открылся. Находится он прямо на берегу Каспийского моря. Друзья, ну что ж, с вами по-прежнему WeProject, Оскар. Сегодня второй день нашей экспедиции Эко-Устюрт. Сейчас мы находимся на следующем удивительном природном месте, каньон Шахбак-Ата, который местные называют также Маленькая Бозжыра. Находится он примерно в 10 километрах от визит-центра Сартас, где мы переночевали, собственно. Михаила сейчас с нами нет, Михаил на отдыхе, мы поэтому сами. Вот так.
Друзья, испытания на большие шары. Как вы знаете, есть меч в камне, где король Артур, да, был. Есть мстители, молот Тора, а есть долина шаров Торыш. И тот, кто пробьет этот камень, тот, значит, силен. Поехали. Итак, друзья, долина шаров Торыш. Каждый камень уникальная форма. Я обязательно вам советую сюда приехать, потому что, увидев это, вы получите бурю эмоций, грандиозное зрелище. Обязательно приезжайте в долину шаров Торыш. Ладно. Итак, друзья, наша следующая остановка – это Кок-Ала. Много я не знаю об этой локации, но здесь похоже все на Марс. Такие необычные скалы. Смотри, вот этот проход ведет туда, где наши как раз таки коллеги уже находятся. Мы их тоже сейчас поднимемся чуть повыше. Посмотрите, какая красота. Прямо Марс, марсианские виды, так скажем. Но при этом вот забраться сюда очень опасно. Потому что вот посмотрите. Здесь мягкая порода, так скажем. Вот наступить ты сюда, и можно провалиться. Так что мы рискуем ради контента. Ради вас. Итак, друзья, мы ходим по краю. WeProject ходит по краю. Мы забрались на самый верх локации Кок-Ала. Я знаю, мы здесь не первые. Тут уже люди были, мы вот там их следы видели. Но вот, пожалуйста, посмотри, вот сюда вообще было бы классно прыгнуть, но без страховки я, наверное, не рискну. Но если вы напишите в комментариях, что нет, я по-любому не прыгну. Вот так вот, Кок-Ала. Едем дальше. Итак, друзья, наш обед прошел в Этнауле Когес. Назван он так в честь территории, региона, на котором он находится. Здесь очень живописно, рядом вот гора и очень вкусная уха. Дальше мы поедем на гору Шеркала. Вы готовы сколько угодно, да? Никогда не надоедает? Нет, мне эта работа не надоедает. Наоборот, как бы нормальные люди, знакомства. Да. Ну, за 16 лет такого не было, чтобы кому-то не понравилось. А вам что именно нравится в этих поездках? Ну, как что? Показать людям наши красоты Мангистау. То есть, по сути, за 16 лет вы знаете, наверное, здесь все, Всё. да? Каждый поворот. Каждый поворот, каждую местность. Всё. Теперь автомобиль. Вот он обязательно должен быть высоким. У вас первый автомобиль какой был? Я на нем и начал. А, Это вот 16 лет я на нем и ездил. 16 лет, друзья. У меня и получилось с этим автомобилем такая. Вот я начал почему на нем заниматься. Я купил эту машину. Да, я его купил в декабре месяце, а уже в апреле месяце я уже на нем поехал. В первую же поездку. И с того времени все так и пошло и пошло. Ни разу. За 16 лет я ни разу ни в степи не остался, и никто меня на буксире домой не тащил. Nissan Patrol 1993 года. Да. Путешествуйте. Приезжайте, путешествуйте. Мы всегда рады гостям. Всегда приветствуем, как встретим, проводим. Все будет на высшем уровне. Друзья, за моей спиной находится одна из святынь Мангистау, гора Шеркала. У ее подножья, по поверьям, ранее, очень в древние времена, проходил шелковый путь. Одно из, наверное, самых значимых событий для стран того времени. В общем, гора Шеркала, мы здесь.
мы объехали гору с другой стороны, сейчас для того, чтобы подняться туда. Но в целом, для справки, исторически считается, что здесь проходили битвы между воинами древности. Вот эту, то есть гору использовали как укрепление, некую крепость, потому что она была очень удобно стратегически расположена в центре, вокруг не подступиться, поэтому ее использовали как крепость. Невероятные эмоции посещают, когда смотришь на всю эту красоту, немного даже экстрим, но все же. Посмотрите, какая скала. Вот рядом с ней ощущаешь себя маленьким. Я знаю, так все говорят, но это реально так. Ощущения невероятные. We Project, Эко-Устюрт. Мы едем дальше. Ну и следующая наша остановка – прекрасная горная система Айрахта-Шуманай. Ну, или иначе ее называют Долина замков. Кстати, это название Тарас Григорьевич Шевченко как раз-таки придумал в своих художественных очерках, когда его сослали в ссылку именно в эти края. Вдохновившись, видимо, вот этими прекрасными природными видами, он и назвал ее Долина замков. Так, мы в юрте ночуем. Вот такая вот юрта у нас в Этнауле. Кугес. Остановка по кайфу. По кайфу, да. Вот так мы спим. Юрта. Так вот, в общем, хорошие условия. Условия супер. Друзья, итак, экспедиция Эко-Устюрт, 3-й день. И мы в районе потрясающей красоты, в удивительном творении природы Сор-Тузбаир. Друзья, мы подъехали с другой стороны Сор-Тузбаира. Визуально здесь можно выделить 3 цвета. Вот, посмотрите, белый цвет – цвет соли, известняка и, конечно же, облаков. Синий цвет – неба и желто-коричневый цвет – цвет почвы. В общей композиции создает потрясающее зрелище. Здесь можно залипнуть надолго. И, кстати, в период дождей Сор превращается в огромное природное зеркало, которое отражает небо. Зрелище потрясающее. Наверняка вы видели его в интернете. Здесь нужно быть довольно-таки осторожным, потому что высота некоторых обрывов может достигать 50 метров, а то и больше. Но зато вид здесь вниз, конечно, захватывающий дух. Ни в коем случае не повторяйте данные трюки, они выполнены профессионалами We Project. Я говорю, красиво, красиво очень! Тузбаир!
Итак, друзья, апогей нашей экспедиции, без преувеличения, одно из самых живописных и красивых мест не только в Мангистау, но и на всей планете. Ущелье Бозжара. Не все знают, но именно эти живописные края были в клипе Батырхана Шукенова. А вот в какой песне вы, наверное, сами посмотрите, обязательно узнаете эту картину в клипе. Итак, друзья, это самая популярная площадка для фото и видео. Мы, к сожалению, немного здесь дико страшно, не успеваем. Солнце уже садится, потому что с нами наши коллеги-блогеры сделали классные кадры, которые мы вам обязательно покажем. Мы уже вот на закате. Давай дойдем до самого пика, до самого конца. Здесь прям огонь, огонь. Посмотрите. Это самая популярная локация для фото, видео. Так скажем, визитная карточка Актау Мангистау. Видите, над нами летают дроны, которые снимают крутые кадры. We Project, Бозжара. Итак, друзья, мы на Бозжаре, палатка, прям в полевых условиях. Передо мной Сауле Сергазинова. Как у вас настроение? Боевое настроение, я, правда, немного волнуюсь. Сегодня у меня предстоит первый опыт, я первый раз буду спать в палатке. Тоже первый раз? Да, тоже первый раз. У нас первый раз. Поэтому я, на самом деле, очень волнуюсь, но я доверяю компании, с которой мы приехали. Прям люди внушают реально доверие, очень серьезный подход. На самом деле, впечатления более чем шикарные. Я ожидала, что это будет красиво, но это прям такая вот грандиозная красота. Дух это действительно да? очень красиво, дух захватывает. И в то же время переполняет такая гордость за то, что у нас есть такое место. Мы действительно можем этим гордиться, и я рекомендую каждому казахстанцу, конечно, по возможности побывать здесь. Может быть, небольшой обзор сделаем, гайд по нашему лагерю? Да, вот что представляет из себя наш лагерь. У нас здесь две большие закрытые палатки, в которых мы будем ужинать. На ужин у нас сегодня афганское блюдо в афганских казанах специальных. Давайте пройдем, посмотрим. У нас сегодня на ужин салат, курочка копченая. И вот здесь готовится шикарное блюдо в афганских казанах. У нас тут баранина с овощами в собственном соку. Буквально через полчаса блюдо будет готово. Оно готовится под собственным весом. Вот здесь все закрывается. Так как у нас эко-экспедиция, у нас все на газу. Все чисто, аккуратно. Мы после себя мусор не оставляем. Эко-устюрт, Рахмет. Счастьем так боятся его потерять, что тряски над ним перестают его ощущать. В школе я сидел один на краешке надежды. Будет все как прежде, но жизнь не рано, но обжигающая реальность изъявила кровь и казалось навеки, что был, что значит любовь. Короче, мы в палатке, это жесть. Как мы ее ставили, это вообще отдельный случай, да, у нас улетело несколько колышков. Мы сначала, сейчас я тебе открою, покажи. Посмотри. Это, короче, там обрыв, видно? Вот там обрыв уже. Мы сначала вообще около обрыва прям поставили, потом Поцик нам сказал, мы мешаем ему обзору, да и там дует сильнее, мы немного назад ушли. Все, вот в общем. Честно ли, какие ощущения? Я скажу, что мы в первый раз, наверное, так ночуем, поэтому вот что-то надо всегда в первый раз делать. Да, пробовать. Да и такой тур у нас первый раз, поэтому эти палатки тоже первый раз. Думаю, в следующий раз будем более подготовлены. Мне кажется, нам попалась палатка не самая лучшая, потому что несколько раз к нам люди подходили, говорили, у вас
такая система, другая. Вот тут наша палатка стояла. Вот тут вот. Вот такой вот завтрак у нас. Есть чем взять его. У меня 2 спальника, кажется, лежат. Кстати, зато в тепле. Друзья, наша экскурсия продолжается. Мы приехали в очень сильное, духовно сильное место, мечеть Бекет-Ата. Это подземная мечеть, которая вырублена в скале, там 4 помещения. В одном из них покоится сам Бекет-Ата, который был мусульманским проповедником. В его честь эта мечеть была воздвигнута. Ежедневно нам сказали, что сюда приезжает около 100 человек, а те, кто хотят и желают, могут переночевать, и по преданию они излечиваются от всех недугов. Вот такое вот духовное место. Давайте зайдем внутрь. Друзья, еще одно чудо – это дорога до мечети. То есть вы видите, как это все живописно выглядит. И вот там вдалеке другие, так скажем, паломники. Кстати, как я ранее говорил, эту мечеть минимум в день посещают до 100 человек. Но в такие праздники, как Курбанайт, во время Уразы и других мусульманских праздников, здесь может быть до 5000 человек. Мы видим мечеть после реконструкции. Сделано все очень хорошо. Мы сейчас пойдем вниз. Друзья, перед нами высечены годы жизни Бекет-Ата. Прожил он 63 года. Позади меня находится источник чистой соленой воды, который находится в мечети Бекет-Ата. Любой проходящий путник может набрать себе воды, она лечебная. И на вкус очень соленая. Друзья, с нами в экспедицию отправился Данияр Алшинов, известный актер, которого вы точно знаете. Данияр, как вам? Не факт, но ладно. Ну, вероятнее всего. 74% из вас где-то видели, но не знают по имени, и примерно 15% знают. И 85% всех фильмов казахстанских выпускаются с вами либо в главной роли, Либо с припиской «там мог бы играть Данияр Алшинов». Какая локация больше всего понравилась? Конечно, Божара. Впервые. И тем более Божара, тем более впервые. И прямо за нами сейчас гора Бохта, которая изображена на старой купюре в 1000 тенге. А, на старой, не на новой. Не на новой. Тирамису. И тирамису еще вот мы видим. Весь тирамису мира, который есть, оказывается, мы сейчас узнали, добывается здесь. И КАМАЗами он уже выводится отсюда через Каспийское море в Азербайджан и оттуда уже в Палермо. Ну, помимо Божары, какие еще локации оставили след в сердце? Ну, конечно, Тузбаир и мечеть Бекет-Ата, с которой мы только что приехали. Опыт ночевки в палатке был первый раз? Нет, точно не первый, конечно. Но это был особенный опыт, потому что, опять-таки, мы на краю обрыва, на Божаре ночевали, и было капец холодно. Кто-то украл наш спальник ночью, мы его разыскали. Чукенские пацаны забрали наш спальник, они спали в 2 спальниках, и хотели, чтобы мы спали вообще без спальника. Но мы договорились, и они вернули. Такая природа, она в принципе, она сама по себе суровая. Само все, вот это плато Устюрт, это же продукт деградации, разложения, да, то есть, как сказать, угасания, по сути. Это ведь в горы Божара почему красиво? Потому что это была когда гора, ее размыло, да, вымыло, ветрами сдуло, и сейчас остались только вот эти клыки, которые прекрасные. И она в процессе разрушения сейчас находится. И поэтому это очень недолговечная красота, и нужно постараться по максимуму застать ее и в то же время и беречь ее, я думаю. Вот. И не кидайте мусор, потому что мы видим, что где-то по степи летает мусор, разбитые бутылки. Это, конечно, очень сильно портит вид. И когда идете на клыки фотографироваться вниз туда, быстро сфоткались и ушли, потому что другие люди должны сфоткаться. Да. Спасибо. Будьте осознанными вообще, любите друг друга, берегите друг друга.
друзья, время возвращаться домой. Мы в Астане после 5 дней путешествия по западному Казахстану. Мы были в экспедиции «Эко-Устюрт», организованной Казахтуризмом. Спасибо, Казахтуризм. Спасибо вам, дорогие зрители. Я надеюсь, мы мотивировали вас путешествовать больше по нашей необъятной красивой стране. Ну а с вами был Оскар все эти 5 дней. Видеограф Асан Али. До скорых встреч. Оставайтесь с We Projects Media о людях Центральной Азии. Пока.